придумывать модель, какой трусики, шортики мы сошьем. Они будут ниже талии. Здесь у них шов. Точно так же и сзади. И сбоку. Таким образом. Ну, я хочу немножко, вот, чтобы сверху была ткань, а вот этот вырез. Это были кружева. Здесь на тоненькой резиночкой. Вот таким образом. Для того, чтобы построить выкройку трусиков, шортиков, нам необходимо 4 мерки. Здесь у вас будет такая табличка. Обхват талии. Эта мерочка нам нужна. Сантиметровую ленту сильно мы не натягиваем, прикладываем плотненько, параллельно полу. Все это снимается с установкой. Вы надеваете установочный пояс этой тонкой резинки на талию. Смотрите, чтобы эта резиночка была параллельно полу. На самые выступающие, на бедра, через самые выступающие точки бедер и ягодиц. Вот этот размер нам нужен будет. Обхват бедер. Дальше нам нужен будет обхват ноги. Вот в этом месте, в самом широком месте ноги. И нам еще нужно будет высота сидения. Что такое высота сидения? Либо ее можно измерить двумя способами. Либо вы делаете вот эту установочную резиночку прямо под ягодичной складкой и меряете от талии до этой резиночки. Можно сесть, вы садитесь на стул и меряете от талии до стула. Значит, это у нас высота сидения. Это у нас обхват талии. Обхват бедер и обхват ноги. Вот эти 4 мерки, больше нам ничего не надо. Далее. Шить мы будем из эластичной ткани. Поэтому, чтобы нам правильно построить выкройку, нам нужен коэффициент растяжения этой ткани. Не с краю, где-то в середине этой ткани мы отмеряем 10 сантиметров. Откладываем 10 сантиметров. С этой стороны придерживаем и начинаем вытягивать ткань. И смотреть, где. Ткань мы вытягиваем не до бесконечности. А там, где вот она уже перестает быть упругой, или если ткань с рисунком начинает деформироваться рисунок, это уже нехорошо. Поэтому на этом мы и будем останавливаться. Но вот в данном случае, так, сейчас я держу, вытягиваю. До 11,5 это нормально. Как мы считаем коэффициент растяжимости ткани? Первое, значит, 10 сантиметров. Это то, что было. Делим на число, которое у нас стало после того, как мы его растянули. На 11,5. И то, что у нас получилось, конкретно у этой ткани получилось 0,87. Для каждой ткани надо считать и выкройку строить свою. 0,87. Мы берем вот эту табличку. И сюда мы уже заносим размеры с учетом этого коэффициента. Берем обхват талии, который мы померили. Умножаем на коэффициент растяжимости. И ставим сюда это значение. Высота сидения не умножается, только те размеры, на которых ткань
нет, размеры тех областей, на которых ткань будет растягиваться. Вот, умножаем на коэффициент, умножаем. Вертикальные размеры не изменяются, на них ткань не растягивается, поэтому они остаются в своем первозданном виде. Дальше идет таблица формул. Можно будет посчитать и здесь сразу вставить для того, чтобы легко и просто строить выкройку шортиков. Я сразу буду строить в натуральный размер, чтобы дважды не делать одну и ту же работу. Можно было бы в масштабе построить, но сразу буду так. Возьмите лист бумаги. Это может быть миллиметровка, калька, старые обои, все что угодно. Маленький лайфхак, чтобы эта бумага не закручивалась, потому что сами знаете, когда ее раскрутишь, она начинает сворачиваться со всех углов. Просто прогладьте ее утюгом. И все, видите, идеально ровная. Вот у меня уже, я посчитала с учетом коэффициента растяжимости. И вот эти все формулы тоже. И начинаем строить. Я строю на миллиметровке. На листе берем, отступая здесь энное количество, потому что этот размер расчетный. Ну, отступите. Вот я на 15 сантиметров отступила. Можно было на 10, как выяснилось. И ставим точку А. От точки А вправо строим сетку чертежа. Откладываем горизонтальную линию. Откладываем АБ. Вот, АБ. У нас ширина чертежа. Это полуобхват бедер, деленный пополам. С учетом коэффициента растяжимости. От точки А вниз откладываем размер. Высота сиденья 35 сантиметров у меня. 35 и ставим точку А1. Это у нас точка А. От точки В вниз те же 35 сантиметров. Это у нас точка В1. Я потом обведу все это. Сейчас я потолще карандаш, помягче карандаш. И проводим линию низа. От точки А1 влево нам надо построить клин задний. Он рассчитывается по формуле 1/10 обхвата бедра. У меня это 9,8 сантиметра. Откладываем точка А2. И передний клин от точки Б1 вправо откладываем 1/20 обхвата бедра плюс от 1 до 2 сантиметров. У меня получилось 6,9. И это точка В2. От точки В2 вниз 3 сантиметра. Это высота трусиков. Точка В4. И от точки А2 вниз те же 3 сантиметра. И это точка А3. Теперь соединяем их. Это у нас линия низа трусиков. Дальше ищем место расположения бока. Эти трусики шьются без бокового шва, просто боковая линия. А, Б делим пополам. У меня это 24,5 сантиметра. Ставим точку D и из нее опускаем перпендикуляр. Пересечение с низом это точка D1. Дальше нам надо найти точку наиболее выступающей части бедра. Можно померить на своей фигуре и отложить от линии талии. Можно рассчитать по формуле. Высота трусиков плюс размер равный V1, V2. В этом месте здесь у меня 6,9. Откладываем от низа 9,9.
Вот эта точка D2. Проводим через нее горизонталь. Спереди на пересечении с вертикалью VV1, то у нас точка D3. Пересечение по задней части с линией АА1. Это у нас точка D4. От точки А вправо по горизонтали нам надо сделать отвод по талии. Это из-за выступающей части, из-за того, что ягодицы выступают. Этот размер от 1 до 4 сантиметров, в зависимости от вашей фигуры. Так, я возьму 4 сантиметра. Это точка А3. Через D4 и А3 проводим линию прямую. И от точки А3 вверх по этой линии от 2 до 4 сантиметров. Я взяла 2 сантиметра, А5. И дальше точку А2 и D4 нам надо соединить плавной линией. Это можно сделать по лекало, это можно сделать от руки. Идет сопряжение вот этой прямой с нашей линией. Дальше передняя часть. Если животик плоский, то по линии талии отведение в сторону влево 1 сантиметр. Если у вас животик выпуклый, то нам надо сделать отведение в эту сторону от 1 до 3 сантиметров. В зависимости от величины вашего животика. Ну, возьмем, что у нас здесь плоский животик В3. Соединяем с точкой D3. И по D3 занижение на 1 сантиметр. 1 сантиметр опустили. Точка А8. Теперь, где вам расположить вот эту точку отведения вовнутрь или наружу, это вы смотрите по своей фигуре. И насколько отведение вправо, лучше сделайте макет. Это макет. Это из аналогичной ткани, что вы будете шить основное. Трусики, свое изделие шьете по выкройке, которая у вас получилась. Мерите на себе. Вносите все изменения. Побольше, поменьше. Где-то вырез поглубже. Отмечайте это все на макете. Потом прикладывайте к выкройке. И на выкройке вносите те же самые изменения необходимые. Теперь мы считаем ширину деталей по линии талии. От точки В3 по горизонтали мы откладываем обхват талии. Обхват талии, деленный на 4. Это у меня 17 сантиметров. Соединяем с точкой D2. Теперь берем циркуль. Это у нас точка D6. D6. Раствор циркуля равный V3, D6. От точки А5 этим радиусом до пересечения с горизонталью. Эта точка у нас D5. Соединяем здесь по прямой. D5 и D2 тоже соединяем. Теперь нам надо соединить D6, А8. Но соединяем мы здесь так. Вначале идет линия перпендикулярно сантиметра 2 вот этой линии, а дальше уже по дуге. Глаз оторпас, руки циркуль, так что чертим от руки. Дальше. Теперь мы смотрим внимательно на крутизну, на себя в зеркало, на крутизну своих бедер.
И в зависимости от этого проводим линию. Ну, не прямо же у нас бедра. Дальше. Делим В1, D3 пополам. Точка О. Соединяем точку О и В2. Это у нас вспомогательная линия. И теперь нам надо провести, касаясь этой линии, D3, касаемся этой линии и В2. Далее, значит, ноги же у нас заужаются к низу, поэтому нам надо с этой стороны на 1,5 сантиметра заузить. 6. И точно так же с передней стороны на 1,5 сантиметра. 5. Далее, значит, здесь по линии бока завышение от 1 до 3 сантиметров. И, прежде чем мы это все обведем, нам надо измерить вот эту длину, обхват ноги. И она у нас должна равняться вот этой цифре с учетом коэффициента растяжимости. Так оно и вышло. Все, можно чертить дальше. Это получилась основа трусики, шортики. Дальше на этом мы все должны моделировать. В данном случае у меня модель имеет широкие бедра и узкую талию. Очень большая разница между талией и бедрами. Поэтому выточка у меня получилась очень большая. Живот у нее плоский, поэтому линия идет сюда. Основная выкройка у нас готова. Чертеж у нас готов. Это основа. Теперь на этой основе мы можем занизить наши трусики настолько, насколько нам надо. От линии талии откладываем этот размер. Вот здесь должен прямой угол. И здесь тоже прямой угол. И исходя из этого, и прочерчиваем линию талии, линию верха трусиков. Нам бы очень хотелось, чтобы этой боковой выточки не было. Для этого мы сзади уберем сантиметр. Эту часть этой выточки переносим назад сантиметр. И тогда здесь мы увеличиваем на сантиметр. Если у вас плоский животик, то то же самое мы можем сделать и спереди. Дальше у нас осталась вот такая выточка. Что мы делаем дальше? Сейчас снимем все это на кальку. Вот у нас получилось две детали. Перед и спинка. И еще у нас немножко выточка все-таки осталась.
мы еще можем сделать, сохраняя вот эту линию бедра, еще заусить на сантиметр. На сантиметр, на 1,5. И остается вот такая небольшая. Когда вот осталась небольшая такая выточка, мы ее заберем просто в посадку, когда будем делать поясочек. И краим уже без учета этой выточки. Выравниваем линию талии, срезаем. Выкройка трусиков у нас готова. Вот я подготовила к моделированию выкройку. У меня вот есть такие красные кружева. И белая кулирка с лайкрой. Вот таким образом. Белые будут трусики с красной кружевной вставкой. Я очень люблю контрасты. Просто обожаю. Сейчас будем готовить выкройку. Посередине у нас будет вставка побольше. По бокам, ну, почти на нет сойдет. Вот этот размер и вот этот размер одинаковые. Так, сантиметр. Здесь сантиметр. В принципе, сама по себе выкройка здесь очень простая. Вот это у нас кружева. Кружево. Так. Это у нас спинка. Это у нас перед. Это я сама для себя просто так, для напоминания. И знаете, как можно сделать, чтобы нам не путаться, где перед, где зад? Мы ложим таким образом. И вот так вырежем. И получится, что и передняя, и задняя половинка абсолютно одинаковые. Когда мы начнем пришивать, будет все равно. Мы не запутаемся. Вот это мы шьем из лайкры. Направление долевой нити у меня здесь идет как раз по миллиметровке. Я выкладывала выкройку так, что здесь долевая нить. Обязательно у себя отмечайте, где долевая нить. Кружево складываем. Оно у нас не складываем. Нам его надо будет разрезать, потому что нам надо соединить вот эти фестоны. А они в шахматном порядке. Поэтому нам надо разрезать посередине. Сейчас промерим. Да, хватает. Разрезаем посередине. Так, теперь нам надо соединить фестоны по рисунку, чтобы левая и правая нога были абсолютно одинаковые по рисунку. Вот это у нас край. Теперь мы либо прикладываем. Нам надо так, чтобы с этой стороны вот это расстояние, с этой стороны было одинаковое. Ну, где-то вот таким образом. Можно подвинуться на один фестон. А можно сделать так, что ножки будут
таким образом. Прикладываем к низу. Они чуть-чуть подлиннее будут на размер фестона. Вот у нас сгиб. Здесь мы можем поставить метку, чтобы нам было легче пришивать. Просто сделаем небольшую насечку. Вырезаем 1 сантиметр, 0,7-1 сантиметр от края. Выкраиваем сами трусики. Перед тем, как кроить, я это обработала утюгом с паром, прогладила. И лайкру обязательно тоже надо также сделать. Декотировать обязательно. Теперь мы выкраиваем трусики из лайкры. Вот это у нас долевая нить на выкройке, долевая нить на ткани. Оставляем припуск на шов везде и выкраиваем. Кладем пополам. И вот у нас ставим насечку. Середина как раз. Небольшую насечку. Все. Сейчас будем сматывать. Это изнанка. Вот деталь. И вот деталь. Лицевые стороны кверху. Теперь у нас есть две вот такие детальки. Насечка есть. И теперь нам надо сколоть серединкой с серединкой. И пришиваем на оверлоке. Если у вас нет оверлока, ничего страшного в этом нет. Вы здесь прокладываете строчку самым крупным шагом. Прямая строчка с самым крупным шагом. Это технологическая строчка. После того, как вы ее проложили, вы вот так выворачиваете сюда. И здесь пришиваете трехступенчатым зигзагом. А после этого эту прямую строчку удаляете. Пристрочила. Таким образом. Но нам не надо, чтобы припуск на шов был виден через гипюр. Нам надо его пришить к ткани. Для этого мы сейчас пойдем на обычную машинку и пришьем. Таким образом вывернем и прошьем трехступенчатым зигзагом вот вдоль всего этого. Таким образом, чтобы все припуски были пристрочены здесь. Потом обязательно проутюжить. На верлоке обметала и пристрочила трехступенчатым зигзагом. Таким образом. Теперь мы складываем лицо к лицу, скалываем иголками поперек среза. Тогда ткань при шитье не смещается. И иголки при шитье удобно доставать. Переднюю часть и заднюю прошиваем на оверлоке. Растрачиваем вот эти швы. Прострочила
эти швы и проутюжила. Теперь нам надо вот этот средний шов. Вот с одной стороны мы в эту сторону закладываем, с другой стороны припуск другой, чтобы не было дополнительной толщины. И теперь нам надо вот здесь вот прострочить. Прострочить и проутюжить. Средний шов прошит. Сошлись 4 уголка. Обрезать нельзя. Надо заправить выверлочную строчку. Это можно сделать при помощи иголки с очень большим ушком. Штопальные иглы есть такие. Можно крючком. Только после этого обрезаем. Теперь нам надо будет пришить ластовицу и здесь резиночку. Мы здесь прошили, проглазили. Теперь нам надо выкроить ластовицу. Ластовицу по ширине должна быть чуть-чуть меньше, чтобы она не выступала. Края у нас гипюрую, чтобы не было видно. Здесь у меня 4,5. Я сделала 4. По длине в эту сторону 4 сантиметра и назад 1, 2, 3, 4, 6 сантиметров. Надо выкроить 2 таких детали из хлопка. Я сделала закругленные края. Можно сделать ромбиком. Выкраиваем вот 2 детальки и обрабатываем по контуру. Здесь прибавки мы никакие не даем, потому что это уже итоговый размер. Теперь по контуру обрабатываем эту деталь со всех сторон. Выкроили ластовицу. И сейчас мы просто вручную пришьем ее, прихватим к этим швам. И также здесь и здесь. После этого нам остается только пришить резинку. Низ трусиков обработан. Кружева пришиты. Ластовица пришита. Нам осталось только обработать верх. У меня есть 2 резиночки. Есть беленькая. Это более такой нежный вариант получится обработки. И есть красная. Я люблю контрасты, и я склоняюсь к тому, что я обработаю красный. Значит, смотрите, резиночка по отношению к ткани, мы ее утягиваем на 10%. И тут у нас еще надо было, вот на выкройке, оставалось 1,5 сантиметра, который нам надо убрать в утяжку на поясе. Поэтому сейчас мы измеряем здесь талию. Ну, талия, она ниже талии, вверх трусиков размер. Если убираем 10%, это как раз 40, 80 в двойном размере. В двойном размере и минус 1,5, минус 3 сантиметра. И плюс 1 сантиметр на нахлест. Итого 78 сантиметров. Отмеряю 78 сантиметров. Здесь вот сейчас делаем закрепочку, зашиваем и начинаем пришивать. Сшила в кольцо. Так, вот здесь вот это
лицевая, она должна быть вот так. Делим на 4 части равные. Складываем вот эти швы. Дальше. Нам надо, чтобы они были... Вот мне больше нравится вот эта сторона. Пусть она будет лицевая. Поэтому... Так, где наш шов? Пусть он будет сзади, это у нас перед. Соединяем середину. Вот все контрольные точки соединяем между собой. Теперь настраиваем мелкий зигзаг, маленькая ширина, маленькая длина, и строчим вот в конец резинки, не трогая фестончики, натягивая резинку и сострачиваем вот эти две детали. Можно посередине еще контрольную точку сделать. Чем больше вот этих контрольных точек, тем равномернее будет натяжение. На первый раз пристрочила. Может так случиться, что ткань торчит. Ничего страшного в этом нет. Мы просто берем ножницы и аккуратненько лишнее срезаем. Теперь наша задача вывернуть таким вот образом и таким же трехступенчатым зигзагом пристрочить по всей длине. Ну все, мы пристрочили. Вот трехступенчатый зигзаг. Очень красиво смотрится. Трусики абсолютно готовы. При желании можно сюда приделать бантик. Но моя заказчица бантики эти не любит, поэтому я пришивать не буду. Можно пришить красный, можно пришить кристаллы Сваровские. Тоже очень модно, современно.